всем, друзья! Давно не снимала видео. И сегодня у меня такой объект, ванная комната здесь на втором этаже, потом на первом этаже тоже небольшая ванная, и потом тоже входную часть надо будет плиткой уложить. Здесь на втором этаже я уже предварительно залил полы с уклоном. Основная часть пола, требования были так, что пол должен быть четко ровным, но только в зоне душа, там где этот квадратный метр, там должен быть уклон с ступенькой. Ступенька должна быть от основного пола 11 мм вниз, а потом уже с этой ступеньки до слива должен быть между 6 мм и максимум 1 см, чтобы не был и не слишком крутой уклон, и чтобы не было слишком ровно. Я уже вчера здесь вечером пришел, пропылесосил весь пол, загрунтовал грунтовкой Мапей, и здесь, и там на первом этаже. И сегодня я приступаю к мембране. Мембрану буду мазать на стенах, этой, которую я показал, и на полу здесь буду двухкомпонентной, цементной. Короче, по ходу вы все увидите. Надо открутить эти саморезы, снять это кольцо и потом приклеить вот эту манжету. Она клеится, приклеить ее сверху и потом зажать эти болты обратно, чтобы прикрепить манжету к этому сливу. Я буду использовать шуруповерт, что обычно категорически все против этого, потому что можно слишком сильно дожать эти саморезы и можно испортить резьбу там. Я поставлю режим самый слабый, где-то 7, и почувствую, если надо будет дожать еще, дам уже 8 или 9. Так что приступаем. Под этим кольцом у нас находится вот такой сальник или резинка уплотнительная, которая снизу создает герметизацию между этой манжетой и верхним кольцом, чтобы не было течи. Короче, в итоге вот что у нас получилось. Я приклеил ее конкретно к основанию и немножко придавил, чтобы не было пустот и воздуха. Это самоклеющаяся манжета. И потом сверху будем наносить обычную жидкую мембрану.
Короче, вы сами увидите. Ставить там я буду вот такие штуки, которые растягиваются с 32 миллиметров до 55. Как раз то диаметр где-то 55 миллиметров. В углах у нас будет вот такая штука. В нижних углах. И потом на стыках вот такая лента. Короче, пришел коллега и дал мне валик, с которым я буду мазать легче, короче, всю плоскость. И попробую тоже в углы тоже, потому что он берет как бы в себе обильно. И легче, чем с этой кисточкой. Но с кисточкой доделываю углы, чтобы не оставалось слишком много мембраны, потому что она создает потом неровности. Поэтому буду накатывать валиком и в некоторых местах буду сверху домазывать кисточкой. Увидите все. Еще один такой важный момент. Не все унитазы, эти встроенные, имеют такие манжеты. Но именно то, что я знаю, эти фирмы Tesse, не все их долюбливают, такие красные рамы. Короче, у них есть такие манжеты, потому что сама емкость, она обернута еще в таком пакете. И выходит снаружи, короче, таким типа мембраны, чтобы в случае течи внутри вся вода вошла в ванную комнату, а не сзади комнаты. Вот о чем я говорю. И вот сама рама, она идет в комплекте, короче, вот такая манжета, которая будет вот здесь. И клеить и это буду я на таком клею, или это и силикон, по сути, и клей, и фуга, которые можно еще ее и красить сверху, и она не треснет.
Очень классная штука. Сейчас увидите. В итоге у нас должно получиться что-то типа такого. Сейчас обязательно надо ставить вот эту штуку обратно, чтобы при укладке плитки соблюсти контур. Обязательно контур вот этой штуки, чтобы потом кнопка прикрывала все, чтобы не было щелей. Но не просто так, но еще сейчас я закручу. Все, уже закрутил. Сейчас вот эту штуку буду сейчас смазывать мембраной, кисточкой вокруг, и надену вот эту штуку сюда. Короче, замазал я уже пол. У нас получается первый слой. Жду высыхания. Не намазал, точнее зашпаклевал. Я вылил все это на пол и большим широким шпателем просто сглаживал. И так же самое я сделал на втором этаже. Очень важная вещь. Вот эта лента, которая идет оттуда до того угла у двери, она в конце, короче, сгибается под порог. Но здесь должна идти плитка, и она должна торчать 1 сантиметр сверх плитки. Такие нормы. Якобы, если будет какая-то течь под плитку, именно это нижняя мембрана и все, чтобы, как бы, допустим, будет много воды здесь. Главное, чтобы все слилось туда.
И компонент Б. Это у нас что-то типа грунтовки. Концентрат. Смешивается только эти. Вот такая штука у нас получается. Ее просто надо будет сейчас разглаживать. В итоге вот как я замазал. То, что здесь так шершаво, это не проблема. Главное, что в общем она покрылась равномерно и создает гидроизоляцию. Это уже второй слой, так что толщина здесь достаточная. Сейчас приступаю к основному полу. Я здесь зашел на этот пакет без обуви, чтобы не сделать вмятины в этот пол. Второй слой уже закончен. Вот такое видео вышло сегодня. Давно не снимал. Как видите, уже профиль рабочий немножко сменился. Дело в том, что уже работаю на другую фирму. И на этой фирме будем делать все. Как бы побольше, больше всего стройки домов и так далее. Но надеюсь, что тоже монтаж будет таких же пергол и стеклянных заборчиков и всякое. Но это в свое время. Просто сейчас больше всего работа по стройке. Так что, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите дальше за тем, что выйдет, какие видео выйдут. Всем пока!